Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня мы будем менять глушитель на автомобиле Славута. Это же касается автомобиля Таврия, Таврия Нова. Глушитель производства города Херсон. Стоит на данный момент 279 гривен. Это один из недорогих элементов. Глушитель выполнен из обычного металла, покрашен снаружи краской серебрянкой. Вот на руки берется. Не очень дорогой, поэтому качество у него соответствующее. Отверстия здесь для крепления болтов до конца не досверлены, но это все легко устранимо. На этом патрубке есть брак сварки, поэтому слегка его почистим для улучшения проходимости отработанных газов. Возьмем такую насадку на дрель и почистим этот сварочный шов. Отверстие для крепления болтов тоже необходимо почистить. Для этого берем отвертку и просто убираем недосверленные куски металла. Откручивание болтов глушителя наиболее удобно проводить из ямы. Но если ее нет, то можно обойтись обычным домкратом. Болты крепления глушителя к остальной выхлопной системе еще даже не поржавели. Этот глушитель проработал у меня 1,5 года. На старом глушителе пока больших дырок не видно, но уже он сечет. Сейчас снимем, посмотрим, где у него прогары. Выхлопная труба уже остыла с глушителем. Теперь необходимо смазать аналогом ВД-40 болты с гайками. Здесь вам понадобятся ключи на 12 и на 13. И отсоединяем глушитель. Теперь откручиваем болты крепления глушителя к выхлопной трубе. И снимаем с подушек глушитель. Прокладка старого глушителя из асбеста еще пригодна, поэтому ее не выбрасываем. Она не порвалась, не прогорела. А вот сам глушитель заметно прогорел. По всему сварочному шву виден прогар, и что-то внутри шатается. Значит, там уже все выгнило. Теперь ставим на место новый глушитель. Подвешиваем его на резиновые подушки. Ставим на место прокладку и прикручиваем все на свое место. И осталось прикрутить на место третью часть выхлопной трубы. Теперь глушитель стоит на своем месте. Как видите, шов у этого глушителя находится вверху, и поэтому коррозии на нем не будет. В моем старом глушителе был шов внизу, поэтому когда берете глушитель, обращайте на это внимание. Шов должен быть в верхней части, потому что конденсат собирается здесь. После этого постараемся продлить жизнь нового глушителя и избавиться от конденсата. Для этого нам понадобится обычный строительный уровень, дрель и сверло по металлу диаметром 3 мм. Прикладываем к глушителю уровень и определяемся, какая сторона выше, а какая ниже. В моем случае правая сторона ниже. Поэтому необходимо сверлить отверстие в этом углу. Наступаем
пару сантиметров от сварочного шва развальцовочного и начинаем просверливать. Теперь заведем машину и проверим, как работает глушитель. И почти не слышно, как работает двигатель. Таким образом, замена глушителя своими руками вполне реально каждым автолюбителем. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!